Совсем недавно на моторынке образовался новый класс спортбайков с объемом двигателя 700 кубических сантиметров, который сейчас заменил собой очень популярные ранее 600-кубовые спортивные мотоциклы. Это произошло по причине не вписывания шестисоток в новые экологические нормы на большинстве рынков. Производители вынуждены были использовать другие двигатели, и это, конечно, не могло не сказаться на производительности нового класса. Плюс к этому производители сделали эти мотоциклы более бюджетными и ориентированными скорее на городскую езду, нежели трек, что вызвало бурю негодования у поклонников суперспорта, которые тут же прозвали эти модели спорт-туристами и псевдоспортбайками. Так давайте же рассмотрим эти новые городские спортивные мотоциклы. И начнем мы с Kawasaki Ninja 650, который был представлен в 2017 году в качестве нового поколения мотоцикла Kawasaki ER600F, он же Ninja 650R. Несмотря на выделение мотоцикла в отдельную модель, Ninja 650 практически не отличается по технической части от предшественника. Самым важным изменением стала перенастройка мотора и выхлопа под новые экологические нормы, из-за которых 649-кубовая рядная двойка потеряла 4 лошадиные силы и выдает теперь 68 лошадиных сил максимальной мощности и 64 ньютон-метра крутящего момента. Рама, конечно же, не легкосплавная, а стальная трубчатая. При снаряженной массе в 193 кг от 0 до сотни байк разгоняется за 4,5 секунды, а максимальная скорость около 200 км в час. Во всем остальном это практически тот же мотоцикл. Последнее поколение Ninja 650 может похвастать LED-оптикой и новой цветной TFT приборной панелью. Настроенная на комфортную езду подвеска состоит из обычной нерегулируемой передней 41 мм вилки и моноамортизатора сзади. За торможение отвечают два 300 мм диска с двухпоршневыми суппортами спереди и один 220 мм диск сзади. Средний заявленный расход топлива чуть больше 4 литров на 100 км пути. Следующая модель самая популярная в этом классе по прозвищу «Ласковый зверь» Honda CBR 650R, продажи которой начались в 2019 году. Модель позиционировалась как преемник Honda CBR 650F. Сердцем мотоцикла является рядный четырехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 649 кубических сантиметров, который выдает 95 лошадиных сил максимальной мощности на 12 тысячах оборотов в минуту и 63 ньютон-метра крутящего момента на 9,5 тысячах. При снаряженной массе в 208 кг CBR 650R до 100 разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 260 км в час. В отличие от предшественника, эта модель имеет 41 мм вилку перевернутого типа шова с ходом 108 мм и два 310 мм диска с четырехпоршневыми радиальными суппортами. А сзади устанавливается маятниковая подвеска с моноамортизатором, ход которого составляет 128 мм, и один тормозной диск диаметром 240 мм. Средний заявленный расход топлива 5 литров на 100 км пути. Далее у нас идет недавно появившаяся модель Yamaha R7. Главным разочарованием для фанатов скорости стало то, что новинка разработана на базе популярного Naked Yamaha MT-07 и комплектуется 689-кубовым двухцилиндровым рядным двигателем, который с 270-градусным коленвалом выдает максимальные 73 лошадиные силы на 9000 оборотов в минуту и 67 ньютон-метров крутящего момента на 6500. И это совсем печально, так как с этими характеристиками R7 не стала отдельной моделью, а пришла на смену легендарного Yamaha R6, снятого с производства в 2020 году из-за нового стандарта Евро 5. По этой причине внешний вид новинки практически копия последней R6. При снаряженной массе в 188 кг от 0 до сотни R7 разгоняется около 4 секунд. Заявленная максимальная скорость составляет 250 км в час.
Средний заявленный расход топлива 4 литра на 100 километров пути. Новый спортбайк получил полностью регулируемую 41-мм перевернутую вилку Каяба, в отличие от обычного телескопа на МТ-07. У заднего горизонтально расположенного амортизатора с креплением к двигателю прогрессивная характеристика и регулировка по преднатягу и отбою. Сечение стального профиля рамы R7 больше, чем на МТ-07, а вот маятник, колеса и выхлопная система были взяты у дорожника без изменений. У R7 два 298-мм тормозных диска с 4-поршневыми радиальными суппортами Brembo спереди. Yamaha сразу сделала акцент, что мотоцикл, в отличие от R6, рассчитан в основном на езду по городу, нежели для трека. Ну и самым спортивным байком и лидером в этом классе является Aprilia RS 660, о которой выпуск выходил совсем недавно. Напомню, двигатель Aprilia RS 660 был разработан на базе мотора супербайка RSV4, у которого убрали задние два цилиндра и постарались сохранить большинство конструкторских наработок от четырехцилиндрового агрегата. Такая конфигурация из-за ее компактности и эффективности дала свободу инженерам для использования пространства и создания без сомнения лучшего шасси в классе. RS 660 демонстрирует замечательную новую легкую конструкцию, состоящую из рамы и маятника, оба из алюминия, с характеристиками, которые действительно уникальны для этой категории. Рама использует двигатель в качестве несущего элемента, что способствует компактной, легкой и жесткой конструкции. По этой же причине асимметричный маятник прикручен болтами непосредственно к двигателю. Новая 659-кубовая силовая установка выдает рекордные для двухцилиндрового двигателя в этом классе 100 лошадиных сил максимальной мощности на 10,5 тысячах оборотов в минуту и 64 ньютон-метра крутящего момента на 8,5 тысячах. Однако, несмотря на мощность и снаряженную массу всего в 183 килограмма, максимальная скорость RS 660 не лучшая в классе и составляет 240 км в час, а от 0 до сотни байк разгоняется за 4 секунды.